Дорогие друзья, перед вами богиня Геката. Ее в Древней Греции еще называли богиня-матерь или богиня материнства. В ее руке на некоторых статуях меч справедливости и мести, на некоторых медицинский нож, которым она отрезала пуповину. К ней обращались, когда просили дитя. И сегодня я буду делать то же самое. Однако, если у вас нету статуи Гекаты, не беда. Можно не ставить никакую статую и обойтись без статуи. Я уже говорила о том, что призывать ребенка для женщины – это значит призвать душу, которая родится в чреве женщины. И обычно такие дети очень необычные, очень красивые, талантливые. Они отличаются от всех, поскольку они особенные. Они прошены у богов, у духов. И ритуал, который я сейчас буду совершать, один из сильных. Это мой ритуал. Этим ритуалом я у многих женщин, по крайней мере, последние 3 года, у 15 женщин вызвала материнство. И у них есть дети. Называть не буду их, конечно. Но в моей памяти вот недавние 3 женщины. Одна из них родила в 42 года. 2 моложе значительно, но до 30 лет. Этот ритуал совершает только практики и более никто. Никогда невозможно совершить ритуал прошения ребенка обычной женщине, ибо дадут, может быть, не ту душу, а может, вообще ничего не дадут, а может, еще хуже получится у нее. Может, она полностью закроет свое материнство. Поэтому подобные ритуалы совершали только практики. Есть такой ритуал обращения в древнем мире, на древнем Кавказе. То есть древнекавказский ритуал. Хозяйка судьбы, либо великая матерь-колдунья. К ней обращались по разным поводам, с разными просьбами, в том числе и прося ребенка. Однако определенный вот именно заговор или ритуал до наших дней не дошел. Но такое поверье было. Когда женщины шли в лес, оставляли откуп, просили, а как они просили, никто не знал. Я попробовала воссоздать этот ритуал, то есть сделать самой ритуал прошения ребенка на основе вот поверья, на основе этого древнего эпоса, легенды о том, что есть матерь-колдунья, которая выслушивает и помогает. И когда оно сработало, я поняла, что я попала в точку. В принципе, как и обычно. Я вам дарю уникальную работу, которой вы можете вызвать ребенка у бездетных пар. Помочь им стать родителями. И я думаю, что благодарность людей должна быть безмерной вам за то, что вы можете вызвать материнство у женщины, которые уже потеряли надежду. Я вас просто уверяю, я не люблю давать гарантии и всякое такое. Вы знаете, что я избегаю подобные слова и выражения. Но я вас уверяю, что если вы правильно проведете ритуал для людей обычных, то обязательно у них родится ребенок. И, как правило, как ни странно, рождаются мальчики. Видимо, дают наследников. Вот у всех женщин, большинства женщин, которых я вызывала, родились мальчики. Только у одной девочка родилась. И то потому, что она очень хотела дочь. Это мой авторский ритуал, моя авторская работа. Еще раз предупреждаю, что простым людям подобные ритуалы трогать вообще нельзя. И перехожу непосредственно к заговору.
к действиям. Итак, фотографии я показывать не буду. Я вызываю этой женщине ребенка. Кладем фотографию у ног богини Гекаты. Если нет богини Гекаты, просто ложим на алтарь. Черные 3 свечи. Обязательно благовоние, неважно, где вы будете обкуривать. И еще маленькая свеча, можно белая, можно черная, без разницы. Это как лампада. Она должна быть над фотографией. Не ложите на фотографию, просто сверху, над головой. Итак, начали. Стоит на перекрестке судьбы Великая Матерь-Колдунья. Смотрит она на восток, запад, север и юг. Поднимает она ветра, посылает она народ людской дары и проклятия. Стоит великая колдунья на перекрестке людской судьбы. В правой руке жезл мудрости, в левой руке чаша жизни, под ногами ее лампада судьбы. Вокруг ее древние духи кружатся. О, Матерь-Колдунья, позволь подойти к твоему перекрестку. Я тебе поклонюсь. Я тебя попрошу. Позволь ей родить дитя. Пусть новая жизнь родится на земле через нее. Пусть душа достойная спустится к ней во чрево. В час зачатия. Снизойдет душа по приказу твоему, Матерь-Колдунья, и укрепится во чреве ее и родится. Поднимет ветра Матерь-Колдунья и прикажет духам: Сартак, Варнак, летите, прилетайте из тьмы духов, отыщите душу великую, душу пречистую, приведите его, позовите его, пусть спустится душа во чрево ее и родится, как ее дитя. Матерь-Колдунья повелела, духи исполнили, да свершится сказанное, да сбудется. Станешь ты матерью посланного дитя, как повелела Матерь-Колдунья. Заклято. Читаем 13 раз. После чего фотографию надо завернуть в красную ткань и хранить до тех пор, пока женщина не забеременеет. Когда она забеременеет, фотографию просто верните ей или ложите у себя, если это ваша знакомая, неважно. В любом случае, хранить нужно до того момента, как она забеременеет. После уже не имеет значения, что с этой фотографией сделаете. Потому что, естественно, не нужно ни сжигать, ни выкидывать. Я имею в виду, что просто можно положить или отдать этой женщине обратно. Этот ритуал очень редкий. Я, например, кроме как каких-то молитв, которые особо-то никакого эффекта не дают, я не встречала на своем веку именно ритуал для вызова дитя для женщины. Вот один из сильных и уникальных ритуалов, которые вы можете использовать. Еще раз напоминаю, только практикам провести этот ритуал, больше никому. Меня немножко ушатало от этого ритуала. Да, слегка голова закружилась. Поскольку сила в ней необычная, как и во всех других подобных ритуалах. Желаю вам удачи, проведите правильно, и пусть женщина, которая к вам обратится с этой просьбой, в последующем станет матерью. И я надеюсь, что людская благодарность все-таки вернется к вам обратно, старицей. Всего доброго.